день, друзья! Канал Кубача Official, кубачинское серебро. Сегодня в обзоре у нас вот такая красота. Большой серебряный поднос. Серия называется Камелот. Данный вид подносов считается самым большим из тех, которые делаются полностью вручную. Есть свои сложности в их изготовлении. И поэтому размеры его 44,5 сантиметров длина и 31,5 сантиметр ширина. Бывают редко, правда, побольше подносы, но не намного, может быть, на несколько сантиметров. И то очень-очень-очень редко. Почему? Потому что очень сложно их изготавливать вручную. Там есть свои сложности при изготовлении, поэтому это один из самых больших подносов на сегодняшний день, изготовленных кубачинскими мастерами полностью вручную. Вес его 916 грамм, почти килограмм. Он весит килограмм почти серебра. В данном подносе мастер использовал вот такой вот рисунок в виде чешуек. Можете посмотреть, каждая чешуйка по контуру, значит, окантована таким чернением, узором. Это тоже вырезает мастер, значит, по металлу, и в эти вырезанные места засыпает порошок чернения, горячая чернь, нагревает его до температуры 800 градусов, и он растекается и в дальнейшем застывает, затвердевает, приобретает по плотности такую структуру, как камень. Делается для того, чтобы на контрасте получался вот такой рисунок. Чернение никогда не сойдет, у нас на чернение бессрочная гарантия. Но обратите внимание на сами чешуйки, как сложно они гравированы внутри. Каждая чешуйка буквальное произведение искусства. Вырезано с использованием алмазного резца. Мастером вырезается все это вручную. Порой иногда даже сложно нарисовать такое, а здесь сделано все на металле, на серебре. Такая вот мельчайшая работа. Это, конечно, требует очень кропотливого труда и очень большого опыта и таланта. Все это передается из поколения в поколение, от мастера к его детям, внукам и так далее. Кубачинское серебро берет свое начало с конца 4-го, начала 5 века. Датируются первые изделия. Вот такая мелкая гравировка. И посередине такой вот орнамент в виде круга с чешуйками. Лепестки расходятся вот так в разные стороны. Край подноса тоже вот так загравирован в виде волнистых таких зигзагов. Такой поднос, обратная сторона у него просто вот так вот зашлифована. Форма его понятна, он в виде овала, но не прямой ровный овал, а вот с такими
выступами. Ну, значит, как он в обслуживании, в использовании, как обычную посуду. Моете, если пользуетесь им каждый день. А каждый день им можно пользоваться, например, для чего? Поднос, ну, можно выкладывать какие-то фрукты на него, можно, например, приобрести, докупить к нему вот такой кувшин с таким же орнаментом, с такими же чешуйками. Приобрести к нему вот такие, например, стаканчики 2 или 4 или 6. То есть аналогичный рисунок, аналогичные чешуйки. Приобретаете, и у вас уже получается вот такой сервиз. Получается уже вот такая красота. То есть здесь полет для фантазии большой. Можно просто взять, например, 6 таких стаканов, выложить их на подносе. Будет тоже очень красиво. Можно взять бокалы. Вот. Ну и, значит, используйте его в быту для каких-то своих нужд. Он украсит любой стол, любой интерьер, любой самый красивый ремонт. Поэтому не испортит никакого дизайна. Мойте его периодически тем же Фейри хозяйственным мылом на мягкую губку. Нанесли до пенки, натерли, смыли, вытерли. Это как бы такие несложные методы, принципы ухода за серебром. И если вы хотите, чтобы у вас был всегда вот такой вот блеск, то, естественно, надо приобретать пасты для полировки металла, для полировки серебра. Они очень в большом ассортименте сейчас продаются, поэтому с этим сейчас проблем нет. Серебро любит уход. Занимает чистка буквально каких-то несколько минут. Зато вот такой красотой потом вас это все благодарит. К нашим всем изделиям, к которым также относится и данный поднос, у нас идут, как вы уже все знаете, вот такие подарочные коробки. Поэтому, приобретая у нас такой поднос, проблема с коробкой подарочной не стоит. У нас все уже готово в комплекте. Под каждое изделие изготавливается вот такие тоже ручной работы. Снаружи, изнутри темно-синий бархат коробочки. На темно-синем бархате очень красиво контрастирует серебро. И на контрасте это все прям смотрится великолепно. Такой вот был обзор 875-й пробы серебряного подноса кубачинских мастеров, сделанного полностью вручную. Значит, адрес нашего магазина по ссылке в описании. Значит, находимся недалеко от метро Ленинский проспект. В Москве доставка не только по России, но и за ее пределы. Для зрителей нашего YouTube канала подписывайтесь, кто не подписан, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. Следующие обзоры будут не менее интересны. До встречи!